Так, дорогие товарищи, всем доброй ночи. Значит, пришлось снять еще один ролик, поскольку я так смотрю, приходится постоянно обновлять и объяснять вам насчет того, как помочь себе лично с помощью моих работ. Мои работы спасли, спасают и будут спасать не одну жизнь, а много сотен тысяч. И не все ко мне попадают на консультацию. Во-первых, потому что уже объясняла, что я беру тех, кому просто невозможно самим что-либо делать, чтобы помочь себе. Я беру тех, с кем мне интересно работать, потому что мне эти работы просто близки и понятны. Адекватных людей, разумных людей и так далее. И поэтому для всех остальных людей, которые не успевают, не могут, то есть не то, что не успевают, не имеют возможности, это я не успеваю, не имеют возможность ко мне попасть, этим людям я подарила 1000 работ для того, чтобы они могли себе помочь. Хотя бы на время отодвинуть, пока все не изменится. Всем доброй ночи. Сняла 1000 уже, я не знаю, сколько я сняла роликов, где я объясняла, говорила, каким образом нужно себе помочь, какие ритуалы для чего. Доброй ночи. Устала, конечно, одно и то же говорить. Я просто устала. Но я так смотрю, что толку мало, поэтому еще раз показываю, говорю о книгах, говорю о ритуалах, останавливаю, чтобы вы название ритуалов увидели на экране. Берете, находите эти ритуалы и делаете. Значит, это у нас книги для практиков. Пока отложим в сторону. И возьмем книги для всех. Так, это для практиков, это для практиков, это для всех. Это старого типа, новый образец. Опять же, старый образец, новый образец. Представляете, вот времени нет. Я говорю, уже 2 книги лежат, и 3-ю еще собираем в скором времени. Прям, уже готовые, полной информации надо издать. Потом хотим лекции издать, много чего хотим издать. Вот. Но времени нет. Да еще не успеваем действительно с книгами. Настолько они действительно востребованы, и мы не успеваем их издавать просто. Даже в большом количестве не хватает времени. Первое. Значит, давайте первый выпуск. Вот он. Вот этой книги уже нет. Если где-нибудь встретите это подпольно, вы мне говорите. Послушайте, мадам, мне абсолютно наплевать, хорошая у вас работа, плохая работа. Я здесь не про вашу работу говорю. Еще раз будете эти тупыми вопросами вот просто меня отвлекать, я буду выкидывать черный список. Молча затыкаемся и смотрим, чтобы понять, что и как. Те, которым мне не нравится моя грубость, могут идти сразу туда. Туда подальше и дверь закрыть с обратной стороны. Я не собираюсь никому нравиться. Не нравится, идите туда. Там, где оближут вам задницу, обберут, обдерут, возьмут последние ваши гроши, оставят вас ни с чем и никак не помогут. А здесь абсолютно бесплатно. Будьте любезны уметь научиться слушать, делать, как я говорю, если вы хотите спасения. Не хотите, значит на Китайскую гору. Не отвлекайте меня. Здесь было издано с ошибками, естественно. Здесь нет. Содержание одно и то же, поэтому показываю на новой книге. Смотрите, мы здесь все разделили, поэтому очень легко понять, что и как. Здесь некоторое время вступительное, значит, лекции, и пойдемте дальше. Для денег.
Вот показываю, видите? Вот так остановите и наберете в интернете. И выйдут все эти ритуалы. Рядом просто наберите «Ведьмина изба». Денежный казначей замечательно работает. Деньга заморская. Люди, которые работают с другими странами, им очень подойдет. Заказы посыпятся вообще. Деньги по кругу. Да, они все тут хорошие. Венчать себя с удачей тоже очень сильный ритуал. На клиента восточный купец. Время родить желание. Вызов доброй судьбы Бари Бахт. Это армянский ритуал. И я хочу вам сказать, ну вообще, дар ведьмы – это попросить у сил помощи в трудную минуту через силу ведьмы. Здравствуйте, Анна. Дальше. Ганеша. Вот это вот Ганеша ритуал помог многим людям приобрести квартиру. Ганеша – открыватель дверей. Там все объясняется, говорится. Он открывает двери, которые давно закрыты, и которые вы не можете никак открыть, и как бы, скажем так, получить то, что хотели, да, годами. Здесь вот вдруг открывается дверь, и вы получаете то, что вы хотели. Дальше. Купец молодец для денег. Купи-продай. Пойдемте далее. Не знаю, вернется ли к вам девушка или нет, и меня это не интересует. Так. Тянуть богатство с 4 стран. Удача обрека. Ритуал с иглой. Денежный маятник. Вот еще раз вам показываю вот все эти названия. Набирайте и находите. Дальше. Защита. Защиты лучше делать после чисток, они лучше действуют. Оживить дом для защиты очень хорошо. Отнять силу соперницы. Если у вас есть такое желание, конечно, и хотите тратить время на эту ерунду с соперницами, но есть. От опасности. Убрать сущность из дома. Вернуть цыганское проклятие. Это к любому проклятию или пожеланию, да? Вызвать музу. Задобрить злые силы очень хорошо действует, потому что если у вас дома постоянно что-то ломается, что-то происходит, он очень помогает. Кухоннику проведете, и у вас на кухне никогда продукты не будут портиться, никогда не будет каких-то там таких опасных ситуаций с огнем связаны и так далее. Спросите у мертвых. Это редко можно делать, но можно делать. Вот. Видите, все собрано. Для хорошего кровообращения, вот, для хорошего сна, от внезапной боли, это для здоровья. От псориаза, от прыщей. 68-е. Это вот показывает. Далее. Эти все ритуалы, все работы, основное количество, 80% почти в интернете есть. И на моем сайте есть, да и на других сайтах уже есть. Правда, подписывают, что это мое. Слава богам, уже поумнели. Значит, это одна и та же книга. Такой уже не выпускается. Делали чуть потемнее, поярче, по-другому немножко поменяли чуть-чуть. Вот, собственно говоря. Показываю. Здесь в основном собрано для денег. Это в основном нацелено на деньги. И это действительно помогает жить богато. Вы знаете, можно знать несколько ритуалов, можно знать действенных несколько заговоров, и этого будет достаточно, чтобы вы богато и хорошо жили. Верите мне? Да. Вот. К фортуне нажила. Не буду сейчас перечислять очень много. Вот они вот так вот приближаю. Можете остановить, посмотреть и как бы набирать это все для себя. На все случаи жизни. Обрести молодость через зеркало, на похудение, на быстрые деньги, золотое руно, красная дорога денег. Замечательно работает. Особенно люди, у которых есть свои компании и прочее, они продвигают вперед. Изгнать бедность, призвать халяву. Денежная молитовка, скоропомощник. Некоторые твари взяли у себя, поставили. Написали авторские ритуалы. Да откуда же у вас, у мразей, столько ума и мозгов, чтобы вот такие ритуалы создавать? Отход, биомусор. Армянский ритуал на желание.
Лавр Дафна на деньги замечательно работает. Дух порога, если вы уезжаете куда-нибудь, да на даче можете провести и приехать домой. К вам на дачу никто не полезет. Алтарь предков, защита родной земли. Древний нужный заговор. От непотребного слова. Вот вы кому-то там пожелали или разозлились на ребенка или на мужа, что-то сказали и переживаете насчет того, что будет с ними, а вдруг что-то так и случится. Отозвать непотребное слово, слово, сказанное сгоряча. Уважаемая Элина Багдасарова, в электронном виде книги вам создавать никто не обязан, чтобы вы просто сидели и скачивали себе. Они есть под каждым ритуалом и под каждым роликом. Сидите, собирайте их вместе и создавайте книгу, если хотите. Еще не хватало в электронном виде все это в одну кучу собрать и прям действительно разжевать и отдать вам в руки. У нас и так времени нет, мы и так печатаем, мы вообще не обязаны печатать. Знаете, слушай, тетя Инга, тетя это скажет своим соседям, дура. Мы и так не обязаны под каждым роликом печатать и набирать ритуал, понимаете? А мы это делаем. И вы хотите, что совсем уже хотите, чтобы мы прям еще и, может, ну, совесть-то должна быть, хоть капля. Так, этой книги пока нет, но скоро она выйдет. Семейный очаг. Здесь нужны ритуалы для семьи. Здесь не все ритуалы есть и выложены, потому что у меня не было времени на все это. Вот. Да, Лавр Дафна сразу же открывается. У меня еще есть вернуть денежную силу с Лавром Дафна. Как приобрести книги, уже было сказано миллион раз. Я устала на одни и те же вопросы 100 раз отвечать. Миллион раз было сказано. Миллион раз. Вот. Тропой змеи. Возврат мужа с гулянки. Очень хорошо работает. Для стабильной сексуальной жизни. Заговор на косметику, крема. Материнская защита. Вот, для хорошего сна, от крапивницы и так далее, и так далее. Собрано все воедино. Красиво, да? Очень благородное семейство. Прям нравится мне эта книга. Переплет. Одна из любимых книг. «Магия жизни». Вот эта книга очень полюбилась нашим зрителям. Все они любимые книги, но вот эта книга почему-то особенно полюбилась нашим зрителям. «Магия жизни». Это год белого волка. Еще раз повторяюсь, для тупых существ, которые пишут: ну как же так, вот там по какому-то восточному календарю год белого слона, а по календарю славянскому, значит, год Мызгиря, это паук. Значит, послушайте меня внимательно. Когда принималось христианство в Армении, видовские роды, роды жрецов, они прятали свои знания. Кто-то передавал их книгами, кто-то передавал их особыми знаками, кто-то передавал их под видом заговоров и знаний древних и так далее своим детям. Это называется цацкагир. В переводе, если так буквально, тайная рукопись, понимаете? Или тайные письмена. И люди, которые берут свое начало, свой род от жреческой касты, люди, у которых в роду были бабушки, дедушки, прабабушки и так далее, знали колдовство, у этих людей есть такие тайные рукописи. У кого-то есть именно рукопись древняя какая-то, какой-то свиток или маленькая книга. У кого-то есть заговоры, которые от бабушки взято, переписано, понимаете? Пожалуйста. У кого-то это все передано словесно. Это все называется цацкагир. И с помощью этих знаний мы узнаем, какой год следующий, что будет и так далее. Главное, не какой год, какого животного или какой там, или чего-то, понимаете? Главное, что все, что я говорю, сбывается, и это реальность.
Какая разница, год кого? Самое главное, чтобы человек объяснил вам, что ждать от этого года. Символ года – это всего лишь приложение, это всего лишь просто объяснение, что за символ, какой год чего приближается. Но не это важно. Самое главное сказать то, что действительно так и есть. Понимаешь? Понимаете или нет? И когда вот начинает меня раздражать эти, я уже не знаю, как их назвать, мне просто надо... А почему вот там так сказано? Вы не понимаете, что мне дано знать то, чего вам не дано? Почему? Что за тупорылые вопросы вас задаются мне? А откуда вы знаете? А почему вот вы говорите, а сбывается? А как вы... Вот как мне вам ответить? Откуда я знаю, что это? А почему так происходит? А откуда я знаю, что это так, а не вот так вот? Как мне вам ответить? Скажите мне, пожалуйста. Если я сама не знаю, откуда я это знаю. Мне это приходит, я говорю народу, это происходит, это сбывается. Откуда я знаю? Я сама не знаю. Мне вам как объяснить? И я сказала, называется цацкагир, тайная рукопись. Это могут быть знаки, это могут быть переданные знания через предков, это могут быть взятые бабушек у прабабушек какие-то заговоры, какие-то приметы. У кого сколько этих знаний, у кого-то очень много в семье сохранено, у кого-то чуть поменьше, средний и так далее. Но каждому что-то досталось из жреческих каст. Так вот, я не могу вам открыто говорить все, что я знаю. Я и так могу по башке получить, потому что я очень много вам подарила моих семейных ритуалов. Некоторые я перевела на русский язык, некоторые немножко поменяла, потому что именно в таком виде дарить было нельзя. Понимаете, я за это расплачиваюсь своей жизнью, своей личной жизнью. Вы понятия не имеете, какую жестокую, страшную плату я отдаю за то, что я людям это раскрываю и дарю. И вы вместо того, чтобы просто взять, использовать и сказать спасибо, сидите, значит, требуете. Сегодня какое-то чмо написала Яне. Яна, я очень хочу встретиться с Ингой в Москве, мне, собственно, надо встретиться. Мне как раз, мне, собственно говоря, хочется встретиться, проверить ее ясновидение. Кто ты такая есть? Кто ты есть вообще на этом свете, чтобы проверять мое ясновидение? Ты свои мозги иди проверь где-нибудь в другом месте. Кто ты есть вообще, чтобы мое ясновидение проверять? Ты кто такая вообще? И как тебя зовут? Я помню, одной швырнула ее телефон на пол, чуть ей в лоб не дала этим телефоном, когда увидела, что она записывает меня. Я говорю, нахер пошла отсюда. Ты пришла за помощью или меня записывать? Кто вы такие, чтобы проверять мое ясновидение? Мое ясновидение проверяется с каждым годом. Открываешь каждый прогноз и просто диву даешься, насколько до подробностей все сбывается. По-вашему, люди, которые приходят ко мне, что они слышат от меня только одно слово, вот у тебя там порча, проклятие, и на этом они мне верят, что ли, из-за этого? Нет. Они слышат подробности своей жизни, которые никто не знал, кроме них. Вы приходите, вы должны приходить за помощью к этому человеку. Если изначально нету доверия, нет уважения к этому человеку, кто ты такая, мое ясновидение проверять, чему? Одна пришла, тоже сидит. Я говорю, что вы там делаете? Я просто значит, я просто записываю. Я говорю, какого хера записываешь? Ты пришла за помощью, ты умираешь, овца. Ты бледная, как задница макаки. Ты умираешь, и ты сидишь вместо того, чтобы внимательно слушать, что я тебе говорю, что у тебя происходит, ты меня записываешь. Я говорю, я сейчас этот телефон тебе, блядь, в лоб дам. Я пошла нахер отсюда со своим телефоном. Взяла, кинула на пол и пошла вон отсюда. И деньги ей швырнула в лицо. Ну зачем вы так? Я говорю, пошла отсюда вон. Вы что думаете, что я позволю кому-то прийти меня проверять? Ты иди врачу, скажи, я хочу сделать операцию вот у вас, что заодно проверить, вы врач или нет. Временем это проверено и доказано, и людьми, и работами, и спасенными судьбами, и благодарностями. Это доказано давно. Кто вы есть вообще? Здравствуйте, я 2 года у вас на канале, вот хотела спросить, а вот
во время Великого Поста сильнее действуют ритуалы. Ты 2 года на моем канале ни хрена не поняла, нахрена ты сидишь на моем канале? Зачем ты на моем канале вообще находишься? Для чего? Зачем ты сидишь на моем канале, если ты за 2 года не поняла, что никакие посты, придуманные людьми, ни на что не влияют? Пост взят еще с языческих времен. Когда зима заканчивалась, запасы иссякали. Для того, чтобы народ не бунтовал, для того, чтобы не было лишних этих, значит, было принято, что нужно разгружать организм перед весенним вот этим вот, перед весной, летом и так далее. Разгружать нужно было. И очищать, и заодно соблюсти, и заодно какие-то давать клятвы, обещания богам и так далее, какие-то продукты не употреблять. Это все еще с древних. Какое имеет отношение ваш Великий пост к моим ритуалам, к языческим богам? Пост какое имеет отношение обращение к фортуне? Скажите. 2 года сидишь, ни хрена не поняла, на черта ты тут сидишь. Зачем ты тут сидишь, я не могу понять. Не злите меня, не выводите меня. Если не хотите по башке получать, не надо меня выводить. Проверить она хотела. Ты себя проверь, свиноматка. Дальше идем. Вот смотрите. Значит, здесь беседы. Показываю. Опять же, денежный заговор. Вот так просто останавливаю. Да? Получить 100 тысяч. Замечательно работает. Передать бедность картам ПИК. Отлично работает. Вот так показываю. Останавливайте, смотрите, какой вам интересно. Вы же на всех каналах не были, не смотрели все ритуалы. Да, некоторые слили и так далее. Дальше. Да кто такая Полынь, чтобы здесь обсуждать эту бабу? Я останавливаю вот так, чтобы увидели все ритуалы, в принципе, да, которые есть, и искали их на каналах, и находили. Это все, ну вот, здесь все написано, и вы понимаете, для защиты. Не буду сейчас каждый из них перечислять, устала, но вы сами увидите. Рука отводящая замечательно работает. Исцеление водой, яблоко Евы, убрать внутреннее давление и так далее. Я считаю, что вот эти ритуалы к 8 марта, ритуалы Святого Валентина, это все дешевизна для привлечения тупых домохозяек безмозглых. Вот и все. Какие вас, причем здесь 8 марта? Что за хрень собачья? Да, сейчас 8 марта у вас будет любовь, смех. Примитивные бабенки просто. Смотрим вот это. Значит, вот приближаете, опять же, можете скрин сделать, приблизить, посмотреть и искать эти работы на сайтах. Для домашнего хозяйства вообще замечательная вещь. Для богатых плодов, для домашней скотины. Ой, опять это комедия. Сейчас я покажу, потом расскажу. Эта книга очень большая, очень весомая, замечательная. Вот это вот именно белого кота. Сейчас опять выйдет в скором времени. Он, по-моему, или есть немного, или закончился, но он скоро еще раз выйдет. Это один из самых таких. Здесь раскрещивание, кстати, потому что выставлять я не считаю нужным. К этому должны быть готовы. Еще один ритуал этой же бабы. Помните, там и пройдет она в места дивные, и стоят там сундуки золотые и сахарные уста. Опять абсурдно мне кидают, как хрень собачья. Значит, берем перо птицы, чтобы у нас в жизни все легко шло. Идем на улицу, надо, чтобы была ветреная погода. Желательно летом. Вы летом много ветреной погоды знаете, да? Значит, идем на улицу, сидим и в палатке там ждем ветреную погоду месяца 3. Как только ветреная погода начинается, выходим из палатки, берем перо. Значит, перо надо положить на голову и сказать: птица,
ты везде летаешь. А птицы, вы везде летаете, про людей все знаете. Кто сказал, что птицы про людей все знают? Послушайте меня. Заговор, ритуал – это не просто слова, которые совпадают. Знаете, мы с тобою обнялись, и нам с тобою Иса, понимаете, в конце и так далее. Заговор – это не просто вот, чтобы одно слово совпало с другим словом. Заговор – смысл. Поймите, смысл. Заговор – это задача поставлена, это цель. Вот я хочу вот это-то, такие-то духи, приходите и так далее. Это заговор, понимаете? Они вот это. Птицы, вы везде летаете, про людей вы все знаете. Какого хера птицы знают про людей все? Объясните, откуда они знают про людей все? Кто они такие вообще есть, чтобы про людей все знать? И как вы, птицы, легко летаете, так мои дела легко будут идти. О, красота! И отпустите перо, значит, так отпускайте, и тогда ваши дела будут идти очень спокойно и хорошо. Смотрите, сколько абсурда, сколько хрени в одной херне. Первое. Летом ветреная погода, ждать. Значит, второе. Что ждать ветреной погоды? Вы что, должны с этим птичьим пером ходить и ждать, пока ветер будет? Или вы в палатке будете жить на улице, пока ветер не поднимется? Третье. Какое имеет отношение птица к легкой жизни человека? Четвертое. Что значит птицы? Вы далеко, высоко летаете, про людей все знаете. Что значит про людей все? Откуда птицы про людей все знают и почему они должны про людей все знать? Объясните мне. И какое имеет отношение, как вы легко летаете, так, чтобы мои дела легко пошли? Есть птицы, которые очень нелегко летают, есть птицы, которые падают от бессилия и разбиваются и умирают, есть птицы, которые вообще не летают. Это называются курицы и индюки. Понимаете, что за хрень? Вы как легко летаете, так пусть мои дела легко идут. Ага. Как я легко писаю, так, чтобы мои дела все легко шли вот так вот хорошо. Почему бы не создать такой ритуал, например? Что, а чем хуже? Вы же легко идете туда. Вот легко дела, чтобы все пошли. Так одно и то же получается абсурд и хрень. Реальная хрень. Просто. Что там еще было? Я помню, такой ритуал был. Да как я вот свою задницу не вижу, да чтобы враги меня не видели. Красота. Да иди, если ты хочешь сильно свою задницу увидеть. Зеркальная болезнь называется, когда живот мешает видеть, знаешь, нижние части. Люди берут зеркало, ложат вниз и становятся там сверху и смотрят. И прекрасно видят свою задницу, и не только, если уж на то пошло. Это нормальные вообще ритуалы. Что вы позорите магию, свиноматки? Да как я, говорю, свою задницу не вижу, да чтобы враги меня не видели. Красота. Увижу я свою задницу, если сильно захочу, в зеркало посмотрю. Это ужас какой-то, ужас просто. Тихий ужас и больше ничего. Пойдемте далее. Да, этот Иван Петрович точно. Не Иван Петрович, это одна еще велик. И знаете, самое смешное, вот их имена только. Вот только их имена. Марселина, не знаю, Мандалина, Гарпиня Дормитонтовна. Что еще там, блин? Кобра Ивановна. Это Ефраксилина. Мессалина, Мандалина, Пусалина. Ёлки-палки, успокойтесь, в конце концов, ну это смешно. Вы представляете, звонить, здравствуйте, я бы хотела услышать Кобрину. Можно вот ее к телефону? Да вы хотя бы какую-нибудь более попроще какую-нибудь хрень берите, чтобы людям было не смешно вас называть. Или как напишут? Скажите, пожалуйста, мисс Мандалина Мустагина или Гарпиндина. А как вот... Вы в России живете, вашу мать, в конце концов. Вы не живете в этом... в Андалузии, знаете ли. Мерседес Петровна. Просто это, знаете, о чем говорит? Это говорит о том, что, как вам сказать, обескусить о дешевизне людей. Дешевки просто, знаете, вот дешевые существа.
Как еще, боже ж мой, что там еще какие-то имена были такие ужасающие, прям очень романтичные какие-то. Все называют себя Лилит. Лилит назвали, все, ведьма. Ну, сестру мою зовут Лилит, и что теперь делать? У армян это обычное имя, просто Лилит. Ой, Лилит, я Лилит, или дочь совы, или это сестра этого Бафомета, дочь самой сатаны. Да смешно просто. Да, конечно, иконы, все это в одну кучу. Зажигаю, сжигаю, всех убиваю, соперницы, чтобы все вот это вот... Дай нам, Господи, своим рабам, чтобы был авторитетный авторитет. До сих пор не забуду эту хрень. Авторитетный авторитет. Твою ж дивизию. Очищает всех. Да, Господи, дай рабам своим шубы, чтобы были бриллианты, хорошие машины, квартиры, очищает порчу. Все в одну кучу свалить. Вы понимаете, что есть программа, называется «Цель». Сегодня очищаешь человека, говоришь чистку. Слова должны быть сильные, они должны быть связаны вместе, они должны к чему? В одну кучу. Дай рабам своим шубы. Ага, рабам. Кто рабам шубы-то дает, интересно знать. Рабам плеткой дают по башке. И кусок хлеба, чтобы не сдохли, дальше работали. Конечно, Божья фортуна, говорит одна дура. Божья фортуна. Помните, да? Геката, вечно молодая Геката. Уже Гекату сделали богиней молодости. Ты ходишь, ты вся такая красивая, любимая Геката. Дай нам счастье, здоровье, деньги. Твою мать. Хорошо, что счастье, здоровье, деньги не у Аида хотя бы попросили. И на том спасибо. Низко кланяюсь и благодарю. Вы еще счастье и здоровье попросите у Аспида, свирепого демона, вот. Счастье, здоровье, чтобы было, ага. Летом тебе покажет счастье, здоровье, когда потопит тебя к чертовой матери туда. Идиоты. Одна тоже там к Аспиду стремилась, одна дура. Как примет 100 грамм, сразу к Аспиду идет. Смелее становится. Алкашка-жопалиска хренова. Значит, смотрим дальше. Книга «Щит от врагов». Опять показываю поближе. Эта книга нацелена в основном, как защитить себя от врагов, как стать лидером, как усилить себя и как отомстить им. Здесь собраны очень сильные ритуалы, чистки, очищение и так далее. Это вообще всецело, эта книга сопротивления всему, что делает в вашей жизни. Дальше. Огненная стена, замечательная чистка. Очень сильная, очень. Здесь очень сильные ритуалы мести. Мести праведной. Потому что никто не вправе ломать твою судьбу. Значит, от неудачи и невезения пиковая масть, соляной столб и так далее. Вот приближаю. Грузинская сила, вот здесь чистки вообще отличные. Замечательные. Это следующая книга. Ну, для практиков я не буду показывать. Ну, так, скользко, потому что вам-то незачем это все. Это для практиков. Здесь яд и противоядие. Эта книга, она не опубликована, то есть здесь все ритуалы, никакие из них не были даны, ну, некоторые, может быть. Вот одной твари подарили книгу, а тварь вместо благодарности взяла, сфотографировала, выставила, думая, что если она выставит, да, вот сделает гадость. Ну вот есть же в людях дерьмо. И вот теперь вот это вот дерьмо сидит, торгует этими зажигалками и трусами в интернете, чтобы на что-нибудь жрать свою жирную тушу, как-нибудь поддерживать. Вот за все это. Но после того, как эта книга была сфотографирована и опубликована, и показана, да, эти ритуалы, эти книги вообще начали скупать. Спасибо тебе, жирнятка. Ты очень нам помогла. Очень.
особенно в своих этих розовых качелях. Вот мои глаза. Вот такие были мои глаза. Поэтому кобре так сделали цвет моих глаз. Вот до операции, дорогие друзья, это именно один глаз зеленый, абсолютно зеленый, другой карий. Вот такая была. Видите? Так, это старый выпуск, это еще не вышло, но выйдет в скором времени. Кстати, это тоже должно выйти. Книга черного кота. Замечательная книга для практиков. Кофейня Паллади, удачное колдовство, купол погостной церкви, меч Зульфикар. Это тоже сильное. Вот я смотрю и поражаюсь, вот реально, вот когда некоторые твари говорят, да, ой, все воруют, везде, отовсюду, все, посмотрите сюда. Ваган драконоборец, воин из Валхаллы, вселенная ведьме Подсаби, вызвать защитника, вызов дождя из серии заклинаний армянских ведьм, вызов черной госпожи, заключить договор, зарыть топор войны, зеркало Вальпургии, капище богов славянского пантеона, карта Луна, карта Отшельник, да, летописец судьбы Адонатос, между жизнью и смертью, меч Зульфикар, купол погостной церкви. Дальше. Спасение и защита, стратегия против врага, скоропомощник, черное око Гекаты Триви, черные чернила, черный замол ведьмы, шаманский ритуал вожак стаи, шестидневная начитка, шеститребник ведьмы. Вот посмотрите, где-нибудь вот такие работы видели? У кого можно их украсть вообще? Только у меня могут украсть. Где, у кого есть такие работы, чтобы можно было хотя бы даже вот близко просто сказать, что можно было мне где-то у кого-то подсмотреть. Это так смешно. Адово колесо остановить, ведьмина метла, жизнь или смерть, заговорить от пьянства, замол Каспиду, карта смерти от недуга, мальфарские обряд чистки. Вот представляете, вот это все для практиков создано. Поэтому практики начали лучше работать. Я знаю практиков, которые после того, как со мной познакомились, они стали лучше работать. Они стали покупать машины, дома, квартиры. И правильно, я рада. Я же сказала, если вы практикуете хотя бы, да, в разных странах, вы мне не мешаете никак, хотя бы возьмите мои работы, которые делаете правильно, и поднимите марку колдовства. Разве я что-то сказала плохого? Нет. К царице Иродиаде, карта дьявола на деньги. Вот где их можно посмотреть? Любую из мою работу наберите в интернете, выйдет «Ведьмина изба». Больше ничего не выйдет. Это легко проверить. Любую работу можно набрать в интернете и посмотреть, есть похожие? Нет. Обязательно выйдет именно моя работа. А это вообще тайная письменность ведьм. Это тайный алфавит ведьм. Когда преследовали ведьм, убивали, вот они создали... Не у каждого народа есть свой алфавит, представляете? А у ведьм есть свой алфавит. Их 4. И один из них вот этот. И здесь написано «тайная власть». На языке ведьм. На алфавите ведьм. Это очень сильная книга, точно так же. Это тут заметили кто-то? Мое лицо сделано. Ой. Власть. Вам незачем это пробовать, уважаемые. Власть над болезнью. Власть над властимущими. Выиграть суд, заговорить от бед. Это все вот на Фемиду устранить препятствия. Отлично. Вообще сохран ведьмы. Власть над денежной силой. Африканский ритуал на богатую жизнь. Ведьмин достаток. Вызов черницы для удачи. После африканского ритуала просто вам показала, просто сняла африканский ритуал, просто. И буквально через недели 2 я купила квартиру. Все подвело к этому, что вот получилось. Погребальный костер для врагов. Замечательный ритуал. Убрать денежные блоки.
К фаготу это другое обращение. Не просто так к фаготу, как обычно. Там другое совсем к фаготу. Кстати, к фаготу я сегодня еще хочу снять совсем другое. Просьба к фаготу, демону ветров. К нему можно обращаться по разным вопросам. И сильнее всего срабатывает именно с фаготом у людей тоже. Пожалуйста, 9-я когорта демонов. Защита армии мертвых. Кровавые кали. Мольба к Арадии, мольба к повелителю. Дальше. Призыв Валькирии. Заключить договор 40 старцев. Пожалуйста. Ритуальная часть. Уастерджи. Нагнать страх на врагов. Вододеяние. Вернуть женскую долю. Армянская порча. Ведьмин клич. Грузинская порча. Порча 4. Рунная клетка. Свести порчу на воронье перо. Снять приворот на крови. Черный огонь. Порча. Яростный посыл. Это все работает для вас. Этим всем пользуюсь и я, и те, которые практикуют. Это все. Ничего не надо сейчас практикам делать. Просто набрать у меня на канале, найти уже напечатанный ритуал, взять себе, там, или переписать, или, значит, распечатать и пользоваться. Задавайте вопрос. Все, ничего не надо. Это один из моих любимых книг. Они все мои любимые. Вот колдовство. Мое любимое. Один из моих любимых книг. Здесь очень много теорий. Теории тоже должны знать ведьмы. Не только практику. Теорию тоже должны знать. Что, почему, откуда берется, для чего, как происходит. Венчание кукол, пожалуйста, очень сильно. Освободите от клятвы, зарока. Обращение к Ириде. Замол к богам за оскорбленных. Вызвать мужа для человека. После этого девушка вышла замуж через 3 месяца, вот вызвав мужа. Она даже сказала мне это. Пожалуйста. Сделано, отдано и вам, и практикам, всем, для того, чтобы взять и помочь себе. Я людям говорю, изучите канал, берите, сделайте, а мне в ответ, а вы сами можете, а я что-то мне лень, а вот мне как-то неудобно сейчас вот это искать. Здрасте. Я, значит, ночи не сплю, создаю, отдаю вам, а вам лень искать. Ну тогда идите на 3 буквы. Вот, скоропомощники. Ночной страж. Это все для, вот, на защиту, для здоровья. Это для того, чтобы не делать, никакие алтари не создавать, просто делать. Причем сделали специально маленькой, чтобы удобно было носить. Уже столько спросили, еще раз показываю, еще раз говорю. Сколько можно? Пишут, помогите продать. Да, а как можно продать? Да ёкаламаны, а сколько раз вам говорить? Продать дом, продать машину. Рядом наберите ведьмина изба. Да любое, что сбрендит голову, наберите рядом ведьмина изба. Если есть такое, понимаете? Я знаю, продают мои книги подпольно, вот эти старые, то есть первый выпуск на Украине продают подпольно, я знаю. Они потом эти деньги потратят на кое-что. Понимаете, ящики там на вынос всей родни. Скоропомощники, которые 2 вышли, еще раз вышли, опять вышли. Кстати, вот эта книга опять вышла недавно. Хотя мы выставили, что вот уже есть выпуск книги. В любом случае говорю, «Шит от врагов» уже тоже вышел. Есть в наличии. Пока есть. Они улетают, мы не успеваем просто. У нас нет такой типографии, которая может там, например, по 4-5 тысяч сразу взять и распечатать реально, чтобы хотя бы месяца 2 мы отдохнули. Ну, нету такой типографии. Не осиливает типографии. Поэтому мы так вот печатаем друг за другом. Там нужно 1-1.5 с чем-то для каждой книги. Чего? Трудно стало собираться, как будто препятствий. Что я буду делать? Фортуна не придет, звоните на почту. Что за хрень вы несете? Ерунду вы гоните какую-то, реально. Ерунду. Я, что ли, должна звонить?
Мне иногда говорят, ой, вы знаете, вот пенсию мою не пересчитали, что-то вот помогите. Я говорю, мне за вас еще совбез звонить или там, фу ты, совбез, собес. Мне за вас ходить пенсионный спросить, почему у вас пенсию не пересчитали? Или как сделать? Помогите, вот что-то мне плохо, я чувствую, что я умираю. Из-за всякой хрени сидите просто бесхребетно, из-за всякой херни. Нет бы взять телефон, просто позвоните, спросите и поговорите, и узнать, и выяснить. Сидите тут, ой, что-то не так делаю, помираю, умираю. А что вы будете делать, если бы вы попали под бомбежку, если бы ваши родные погибли на ваших глазах? Что бы вы тогда сказали? Где там ад был бы для вас? Это реально уже просто, ну, на нервы износило. Бесхребетная какая-то толпа. Как один сказал, ой, вы так говорите, а вот представьте, один день там выключат свет везде. Да выключат и хрен бы с ним. И все мое детство прошло без света под лампой. Господи, не померла же, жили нормально и смеялись, и радовались. Лампы зажигали, свадьбы играли. 90-е годы. И чё? Представьте, если свет выключат, конец света наступит. А хрена с два наступит. С чего должен наступать, я не пойму. Почему? Даже врачи умудрились сделать такие специальные вещи. Они ногами там нажимали, и вот как вот машинка, да, нажимали, и вот он крутился, и они, значит, сверлили зубы и делали все такое, без света. Это вы просто не видели ни хрена. Нам, поколением 90-х, не рассказывайте о том, что если свет отключат, значит, конец света наступит. Нам-то не показывайте, это смешно. Конец света. Людей убивали на улицах, грабили. Было такое время, когда нету денег, не было стыдно говорить. Когда люди ходили, друг у друга брали хлеб кушать, или просили соли, или что-нибудь еще. Время было такое, и все нормально, это, понимаете, все к этому нормально относились. Реально все нормально, все понимали. На свадьбу собирались всем этим селом. Кто-то юбку дал, кто-то колготки дал, кто-то, не знаю, шапочку дал. Ой, что будет, если свет отключат? Ничего не будет. Ничего. Ровным счетом. В древние времена не было ни света, ничего. Люди же жили. Здравствуйте, Александр. То смешно. Ну просто не смешите меня. Я говорю, поколению 90-х говорить о том, что если свет выключат, жизнь закончится, это смешно. Ни воды, ни света, ничего не было. Люди вырубили все деревья в городах, книги жгли, выжили. А где-то рождаемость повысилась, потому что нечем было заниматься народу. Вот они занимались чем надо. Повысились реально в 90-е годы очень много рожденных детей. Да. У меня бабушка шутила, там приехали родственники, уже 4-го родили. И она говорит, так, все. Она должна была им постелить в этом, ну, наверху дома остались ночевать. И бабка моя говорит, так, все, я вас отдельно постелю. Все, и всю ночь буду сторожить. Хватит с нас 4, хорош. Блин, ну мне вообще и пофигу было. И сейчас есть. Я говорю, да блин, ну стыдно, что ты? Нечего стыдно. Все, я всю ночь сторожить буду, я вам сказала. Хватит, я вам отдельно стелю, нахрен. 4, хорош. Сторожить. Не могу. Она сторожила, когда мой дядька женился. Прям возле дверей сторожил. Я захожу, она сидит. Я говорю, ты что там делаешь? Она, тихо, тихо, ты иди по своим делам, тихо. Не могу. Как только у меня дядя утром, бедненький, пошел в туалет, она ворвалась сразу, эту простынь вытащила из-под нее. Та еще не очухалась, что происходит, что хотят от нее. Давай, вытащила и побежала. Ой, не могу, ну это вообще ужас. Я говорю, ты всю ночь, что ли, там дежурила? И это вас не касается. Ну что сделаешь, старомодные люди. Дежурила она там. Да.
У меня бабушка мне говорила, ты как кипящее вино. Ты, говорит, такая темпераментная, такая... Это хорошо, что ты девочкой родилась. А правда, потому что, знаете, ну, женское, как бы, воспитание, да, ты женщина, ты должна держать себя в руках, это тебя останавливает, вот этот темперамент. Ты понимаешь, что, ну, мужчинам и женщинам одинаково свою сексуальность проявлять нехорошо. Она сказала, хорошо, что, говорит, ты не мальчиком родилась, а то все бабы в округе, как она сказала, или в районе рожали бы от тебя. Хорошо, что ты не мальчик родилась. Я говорю, интересно, с чего она это во мне увидела, я не могу понять. А то все бабы бы понесли от меня в районе. Доброй ночи. Так что бабушки мои пофигу. И мне точно так же. Объясняешь, они, ой, а если свет выключат, а если... Да выключат и выключат, господи, хрен бы с ним. Будем сидеть, сказки рассказывать, интересные вещи говорить, смеяться. Я вам говорю, свадьба была, свадьба. Значит, у нас одну привели, и я спрашиваю, откуда девушка? Они мне говорят, я сейчас вот прям четко помню, мне было 7 лет. Я говорю, а откуда ее привезли, невесту? А мне говорят, из Парижа. У меня такие глаза. Из Парижа? Оказывается, через 3 села у нас есть село под названием Париж. Так что она вполне имеет право говорить, что она парижанка. Не то, что некоторые. Я свое удивление до сих пор, когда мне сказали из Парижа, я говорю, из Парижа? Ни черта себе. Парень какой молодец, с Парижа себе невесту нашел. Да, Париж. Потом эту невесту из Парижа, значит, везли, а мы сидим, дети, точнее, стоим там и ждем. Сейчас Волга подъедет с куклой, там это, сигнал, как всегда. И мы увидели, что, значит, невесту из Парижа посадили на Ишака, потому что Волгу не нашли. Тяжелые времена. Ишаку завязали такой белый бант большой и везут. И нормально, никто не помер. 3 детей хорошо живут, до сих пор живут. И очень богатые люди стали, между прочим, в Ставрополе живут. Вот эти вот парижане. Не померли же, ой, что случилось? Мерседес не привезли, и это БМВ не приехала, и Гелендваген не подъехал. Ишак, нормально все. Так счастье не в Гелендвагене, а в любви и в согласии, понимаете? Таких знаю, которые на свадьбе миллиарды потратили, и через месяца 2 развелись, и до сих пор враги, и пьют друг другу кровь. Нормальный ишак привез из Парижа невесту, а мы под светом лампочек пели, танцевали. Да. Вот так вот прошло. Я хочу вам сказать, что более веселой свадьбы я не помню. Нормальная свадьба. Так не гуляют, как тогда мы гуляли. Так что давайте вот не будем. Ой, что будет? Будьте сильнее, не будьте бесхребетны, реально. Вы не представляете, что мы прошли, наше поколение, что мы прошли. Хлеба не было иногда дома есть. Месяцами зарплату не получали. Везде были войны, везде горячие точки, везде то Чечня началась, везде возили этих парней, хоронили постоянно. Вы не представляете, что мы прошли? Тоже мне, блин, ад земной проходит, ага, бедные. Вам ад надо показать, чтобы вы поняли, что такое ад. Что ад это не то, что тебе там задержали, знаешь, какую-то выплату. Так, и вот эта книга «Вичак». Еще пока есть, еще раз мы как бы его перейдем по новой. Пока еще есть. Но он уже тоже заканчивается. Его тоже надо будет по новой заказать. Но они всегда будут, дорогие друзья. Выбор огромный книг. Ну а куда мы денем? Мы же не специально хотим много книг, чтобы было. Нет, мы просто... Я показываю это все, я дарю людям, они выходят в книжном варианте. Я же сказала, я все свои архивы буду постепенно снимать. И, естественно, их издаем
для того, чтобы было и авторское право, и люди хотят в книжном варианте у себя сохранить. И вот так получается, что вот они книги, собственно. И вопрос отпал по книгам. И я вам список опять показала, и можете открыть, еще есть у меня ролик, называется «Помоги себе сам» или «Как помочь себе». Не помню сейчас, как я назвала, если честно. Там тоже по полочкам, с чего начать, как правильно сделать, какие сделать и так далее. Конечно, для нас великая удача была сахар. Мы из сахара делали этих сахарных петушков. Просто как бы в этот кидали, как его, ну, елки, на сковородку сахар. Да, помоги себе сам, правильно. Наливали воды и начинали, значит, греть, пока он становился такой весь, ну, такой появлялся, господи, он жарился, сахар. Да, гуще становился. А потом мазали масло на клеенку. И вот начинали, значит, ставили вот так спички, или спички тогда тоже были дефицит. Ставили палочки и вот так вот сверху наливали вот такие формы. А потом формы нам привезли. Мы были так счастливы. Орехи, я помню, такая форма, значит, ой, блин, железная такая форма. Мы наливали туда и вот эти вот тыкали палки. И вот потом открывали орехи. Нам казалось, это самое вкусное. Я помню, когда я научилась мороженое делать. Мороженого не было у нас. И я рецепт нашла где-то и сделала мороженое. И, знаете, очень вкусно получилось. У нас коровы-то полно было. Вот, молоко, значит, ваниль, еще что-нибудь. Сейчас я не помню, по какой технологии я сделала это мороженое. Поставили в холодильник. Так мне эти дети достали. Каждый день приходили, делай мороженое, мороженое. Я говорю, если за водой пойдете, потому что там вода нужна была еще что-то, я делала, мне некогда было. Они все пошли за водой. И я помню, когда у меня, значит, мои племянники, двоюродная сестра, брат, все пошли за водой. Я их снарядила, воды не было у нас. Мы шли за водой в этот, ну, близко к лесу, возле реки у нас очень такая чистая вода. Между прочим, тюркское название называется Гонахсу, что в переводе означает вода для гостей, гостиная вода. Вот они шли туда, несли воду. И я сейчас вспоминаю, как они с бетонами, с этими ведрами и шли, значит, вначале впереди идет у меня брат с этими ведрами, сзади бетонами идет у меня двоюродная сестра, потом вторая. И эти масяне пошли за водой. Каждый из них по бутылке взял, налил бутылку кока-колы воды и несет оттуда. Это вообще... Жаль, что фотоаппарата не было и видео не было. Много мы бы сняли, очень много. Вы не представляете, сколько было бы интересного снято, если бы тогда была техника. Я как вышла, посмотрела, они прям шеренгой идут, а эти последние, значит, с этими маленькими бутылками Кока-Колы налили, тоже несут воду. Причем последний из них без трусов. Писька открыта идет с этой бутылкой Кока-Колы. Крепко пришел, воду несет. Ну, ему что, 3 года было, и он же не соображал. Главное, воду несет, остальное хрен с ним. Вот, я говорю, так жаль, вот просто не сфотографировали вот эти дни. Настолько это, понимаете, настолько это было действительно интересно. У нас действительно яркое время. А вы тут сидите, вот свет выключить, что будем делать? Да ничего не будем делать, будем жить, как жили. Трагедия тоже мне. Мы туту собирали. Туту, вот черная тута, кидали в бутылки, очищали, значит, палки такие, мыли их, протирали, все, чтобы она чисто была. И начинали, значит, толоть туда. Вот внутри делали вино из туты. Собирали ежевику, делали ежевичное вино. Многие так делали тогда, дети. Жвачки собирали. Тута. Ну, откройте, посмотрите, что такое тутовник.
есть такая трава, поворачиваешь, отрываешь, значит, и идет такой белый сок. Этот сок собираешь воедино, через некоторые, он липкий такой становится. Жвачка, мы называли жвачка, горная жвачка, и жевали. Собирали этих бедных светлячков и кидали в банку, чтобы они нам светили ночью. Ни хрена они не светились ночью, просто погибали, потому что мы банку закрывали. Сейчас понимаю, что мы неправильно делали. Я к чему вам рассказываю? Я хочу вам сказать, что даже в эти страшные годы и я свечку жевала, белые свечки, очень нормально. Мы утром свечки делали, вот свеча, значит, она полностью уже догорела, мы собирали этот воск, топили и по новой делали, туда кидали этот, как его, даже нормально нитки не было. Крутили и делали свечу. Я вам рассказываю, что мы даже вот в это страшное время находили такие радостные моменты. Есть что вспоминать. Реально есть что вспоминать. На Ишаке ездили. У нас один раз взяли деревенские дети нашего Ишака бабушкина. У них там и лошадь. На лошади дядька мой пошел за дровами. Наше счастье. А мы Ишака напрягли. Я не знаю, сколько детей. Наверное, человек 40. На этой тачке сели. Этих маленьких, больших всех кинули туда. И, значит, поехали по всему селу. У нас этот мальчик был, сейчас его нету, к сожалению, умер он, этот парень, Арут. Он, значит, этого Ишака гонял, мы там летим. Счастье великое. Не представляете, какое счастье было. Сейчас нет такого ощущения. Сейчас даже от бриллиантов я такое счастье не получаю, как я на этом Ишаке с этими детьми каталась. И все эти бабки оттуда выходили. Ой, что вы делаете с этим бедным Ишаком? А бедный Ишак прям летел. Летел, знаете почему? Потому что мы ему перец намазали на задницу, он бежал. Вот такие скотины. А чтобы он быстрее бежал, нам сказали, что если так сделать, Ишак быстрее побежит. Хорошо, что он нас не легнул. И он летел, бежал. Так, бежал по всему селу. Мы там, ой, так хорошо покатались. Пофигу. Я сейчас понимаю, что животное мучилось, что мы поступили как скоты. Ну, дети были, не понимали же. Вот прямо стыдно. Чего там стыдно? Зато он нас хорошо покатал. Так, Андрей, пошел нахер отсюда. Ты уже границу переходишь. Придите в себя, люди. Даже в самые страшные времена можно найти что-то светлое и хорошее. У вас сейчас машины есть, квартиры есть, у вас сейчас работа есть, перспектива есть, сайты есть. Вы можете сделать свечи, вы можете делать какие-то красивые вещи, вы можете делать сувениры, вы можете куклы делать, там продавать красивые, шкатулки делать. У вас сейчас время замечательное. В то время не было ни денег, ни желания чего-то делать. Люди умирали, людей хоронили постоянно. Молодые все время возвращались в гробах, везде были войны, конфликты, митинги, голод. Чего только не было. Но ничего, мы находили какую-то радость от жизни, понимаете? А вы сейчас сидите и как, давай ныть. Ой, вам плохо, ой, что делать, пенсию что-то там задержали. Да твою мать, звони и спроси, а что задержали мою пенсию? Я сейчас пойду и поинтересуйся. И все, и тебе обратно вернут. Стали ленивые, бесхребетные какие-то существа. Нельзя так. Мне на нервы действуют, как начнут. Ой, мне так плохо, вот мы помираю, жить не хочу. Я говорю, знаете, у меня рецепт от всех болезней какой. Работать не пробовали? Попробуйте работать. Как говорится, если бы Анна Каренина вместо того, чтобы кидаться под поезд, кинулась бы лишний раз под своего мужика, сейчас была бы живая. Под поезд она кинулась. Нахрена? Под него кидайся, лучше будет. Дура. Как у нас, у отца в институте там один, значит, спрашивает у него, как умерла Анна Каренина. Ну, человек не знает, не читал, не знает.
Короче, вот так достали. Знаете, есть такое слово, это вообще тюркское, байгуш. Это сова. Ну, то есть сова такая, знаете, мрачная, вестник несчастья. Но многие это используют. И армяне, и грузины это слово байгуш используют. Мол, такая вот несчастная, ненужная такая. И, в общем, когда его достали, он сказал, да вот, говорит, какая-то баба, говорит, сидела как байгуш, сидела, потом, говорит, яд выпила и ноги протянула. Вот и все, ваша Каренина, как вы меня достали. Сейчас вы. Ой, что делать? Ой, под поезд хочу, ой, туда хочу. Ты, прежде чем под поезд, иди работай. Попробуй работать. Знаешь, вот все улетит с головы, все. Будьте сильны, люди. Просто сильные будьте и все. Вот просто будьте сильные. И перетерпите все, что угодно. И предательство, и боль, и безденежье, и трудности. И как только вы перестанете на это все реагировать, все начнет меняться. А то сидите реально как пайгуши. И ой, что будет, как, чего, куда мне деться? Работайте, как старые евреи, и вы увидите, как вы хорошо все это организуете. Все. В общем, пока что вот по книгам и по всем остальным вам объяснила. Если будут вопросы, напишите еще раз. Выйдет свет, да, выйдет, Ольга. Просто нужно время. Значит, по книгам. Все вопросы к Яне. Книгами занимается Яна. Как найти ее номер? Заходите на канал, нажимаете «Сведения о канале». Там есть ее номер в том числе. Не звонить, писать на WhatsApp. Все, дорогие друзья. Пойду я, потому что мне еще много чего снимать, а уже день почти начинается, утро. Ой, почему же в сутках нету вот 50 часов хотя бы? Я прям завидую людям, которым делать нехер. Ей-богу, сидят, ой, плохо, ой, что буду делать? Ой. А почему мне неплохо? Да потому что мне некогда просто думать о том, что мне плохо, у меня времени на это нет. У меня же времени нет умирать, ей-богу. Знаете, как Галина Волчек сказала, я хочу умереть в суматохе, в работе. Как она сказала, в движении хочу умереть. То есть она не хотела лечь в больницу, там лежать, помирать. Она хотела умереть прям вот в суматохе. Вот завтра спектакль, сегодня это, и она раз ее не стала. И она действительно так и умерла. То есть она действительно так и умерла в суматохе, в работе вся. Некогда ей было вообще думать. Это самая лучшая смерть, я так считаю. Когда у тебя 1000 дел, это надо делать то, а потом раз, и не стало, ты даже не поняла. Это счастливые люди так умирают. Счастливые и заслуженные люди. Это достойная смерть. Мы все хотим хорошей жизни, а надо еще и хорошей смерти хотеть. Это замечательная смерть. Вся в дела, вся на лету. Ой, на это надо поехать завтра, то, и не стало тебя все. Ой, не успела. Нет, наоборот, в работе, вся горит в работе, и не стало ее. Она даже не поняла, не заметила. Это замечательная смерть. Чем умереть, знаете, лежа, никто не помнит, никто не видит, никто не... Во многом, дорогие друзья, вот такая жизнь и заслуга этих людей в том числе. Сколько было таких актрис, у которых были мужья хорошие, их любили, обожали, они ни в какую. Нет, их и изменяли, возвращались, уходили. В итоге остались одни. Никому нахер не нужны. И начали вот плакать. Мол, вот бедная актриса, осталась одна. Бедной актрисе 1000 шансов было дано для того, чтобы жить хорошо. Надо воспользоваться. Не надо как дура, блин. Нет, вот я так хочу. Не надо как дура жить. Все. Я пошла. Всем удачи, всех благ. И будьте сильными. Тогда все у вас получится. И самое главное, рецепт от всех болезней. Если хочешь кинуться под поезд, лучше кинься под мужика. Больше поможет. Проверено лично. Работает хорошо. Потому что хочется продолжения уже и не до поезда, если честно. Думаешь, да ну его нахер с этим поездом. Поезда каждый день едут, а мужик, он, знаете ли, не так легко его найти. Так что
Учтите сей факт. Да. Принцев можно 100 лет ждать, а мужик он каждый день нужен. Понятно вам или непонятно? Или вам в лоб сказать прямо? Вынуждаете прям меня, выводите, ей-богу. Все, товарищи, удачи и всех благ. Да, пока тепленький точно. Потом хрен поймаешь. И главное, хрен уговоришь потом. Это не так легко, как вам кажется. Сейчас не тот век, знаете ли. Сейчас никто за дамами не бежит. Все, все, друзья мои. Всем удачи.